Так, Карлос, куда ты залез? Пойдем, пойдем на выход. Здесь нельзя находиться. Нас выселяют. Пойдем в новое жилище. Пошли. Как тебе наше новое жилище? Да, выселили нас. А вот какого красавчика нашел. Но его, наверное, есть не стоит. Всем привет и доброе утро. Если это можно назвать утром. Уже 9:30. Я вроде бы как и выспался. И в принципе домой уже не собираюсь. Потому что ночью, когда гонялся за грызунами, которые не давали мне спать, нашел под матрасом вот такой тент. Я его не мог найти, когда хотел накрыть дрова от дождя. Вернее, не дрова, а чурки для будущей постройки. А вот ночью заглянул почему-то под матрас. У меня уже на паранойи казалось, что мыши везде бегают и всякие пауки. Вот. И решил я сделать из этого тента временную палатку. Я уже когда-то делал. Интересный получается вариант. Из тента получается как бы полноценная палатка, в которой можно без проблем переночевать, укрыться от дождя и кровососущих всяких. Ложу в печку большой трухлявый пенек, чтобы потом не отвлекаться и не разжигать каждый раз, когда хочется попить чаю, вскипятить чайник. Он будет постоянно тлеть, стоит немного мелких веток подбросить, и будет огонь. Ну а пока чайник закипает, утренняя зарядка с лопатой. Ты где лазил? Где ты так долго был? Добычу принес? Нет? Отставь, оставь. Мне сказали в комментариях, что говорит, ты Карлоса не корми, и он тогда начнет добычу приносить. По-моему, отличная идея. Я думаю, нужно разочек попробовать. Да? А что ты мне принесешь? Белку или... Не, белку ты не догонишь. И мышку догнать не можешь. Еще сказали, что Карлосу нужно сделать такую тележку. Или как-то волокуши какие-то. Чтобы он не зря консервы ел. И тянул какую-нибудь поклажу. Свои, например, консервы. И еще сказали, что нужно взять игрушку, похожую на Карлоса, цветом такую собачку, и сварить ее в котелке
Карлос увидит это, испугается и будет и принесет целого оленя, чтобы его не трогали и не съели его самого. Вот такие вот комментарии. Кстати, у меня появилась мысль в конце видео. Почему в конце? Потому что до конца досматривают самые такие преданные старинные подписчики, которые уже давно со мной, с моим каналом, с Карлосом. Вот они, как правило, досматривают до самого конца. И в конце с ними будет интересно обсуждать, в общем-то, любые темы. Задавайте комментарии, я буду выбирать какой-то один из комментариев. И в конце видео его можно будет обсудить. Чаек попил, можно продолжать земельные работы. Еще один грибочек вырос прямо во дворе. А таких тут целая толпа. Вот их сколько. Кто знает, что это за грибочки. Сейчас я покажу уже большой, который раскрылся. Вот он. Кто-то его подъедает. Вот так выглядит. И ножку едят, и шляпку. Пластинчатый. Вот еще один. В этом месте, возле землянки, в разный период времени растут разные грибочки. И вот сейчас в основном такие. Я не знаю, что это за вид, как он называется, съедобный или кто знает, подсказывайте. Сейчас еще немного покопаю и потом пройдусь по округе. Может быть, встречу какие-то уже знакомые мне грибы. Вот, хотя я уже запланировал кулеш на сегодня на обед. Но если найду грибы, то, наверное, поджарю грибочков. А может, одно другого не исключает. Карлос опять куда-то побежал. Наверное, услышал, что я его сегодня кормить не буду. Я хочу быстро пройтись по тем местам, где в прошлых годах было много белых грибов и дубовиков. И подтвердить или опровергнуть, что грибы постоянно растут на одном месте, как бы из-за одной грибницы. Ну, может быть, пока еще не время, но в принципе раньше так и было. Примерно в одних и тех же местах они появлялись. Просто, видимо, еще не время, но пройдусь еще. Еще есть несколько интересных мест, где их было очень много. А вот какого красавчика нашел. Но его, наверное, есть не стоит. А вот еще один. Вот такой вот есть. Он уже не пластинчатый, но все равно не внушает доверия. Наверное, он червивый. Раз червивый, значит вкусный. Грибов не нашел, зато нашел уток. Вот еще один, но тоже весь червивый. Ну что, для съедобных грибов, похоже, лес еще недостаточно влажный. Может быть, просто пока не время. Я взял трутовик вот такой. Сейчас разрублю его и положу на решетку над огнем. Пусть немного подсохнет. А потом буду его поджигать в землянке, закрою и проведу дезинфекцию от комаров, жучков, паучков и всякой нечисти, которая не дает мне спать.
Трутовик вроде бы и так сухой, но не мешает немного подсушить. Я думаю, что если разрубить его сразу пополам, то эти кусочки, скорее всего, загорятся от жара. Поэтому пусть посохнет так, а потом я его порублю. Вот такой вот тент 3 на 3 метра. Когда-то у меня уже было видео, я делал палатку из тента, но сегодня хочу сделать другую конфигурацию. Она будет более удобная для этого случая. Вниз я хочу положить матрас, который у меня на лежанке. Он сантиметров 80, может быть меньше. Пойдем, Карлос, ставить палатку. Пойдем, скорее. Наверх, пойдем. Вот неплохое место для того, чтобы оборудовать ночлег. Деревья расположены удобно. Вот в эту расщелину можно поставить одну часть бревна, а к этому большому дереву привязать его с помощью веревки. Хорошо, что в тенте есть вот такие отверстия, люверсы, и через них можно закрепить веревочкой, чтобы он больше не слетал отсюда. Скорее всего, это китайский тент. И как мы все уже привыкли, размеры могут немного не совпадать. Нужно опустить бревно, чтобы стенки удалось связать между собой. А так немного не хватает. Низковато, конечно, но зато в случае дождя сверху не будет затекать. И снизу тоже сплошной тент. Тоже не будет мокреть в случае сырой земли. Так что вполне удачный вариант для палатки из тента. Ну вот, временное жилье готово. А теперь, знаете, чем займусь? Не поверите, буду копать.
Ну что, как и обещал, раскопки буду проводить потихоньку, не спеша. Так сказать, медленно буду торопиться. Поэтому пора бы уже и что-нибудь перекусить. Точнее, не что-нибудь, а именно готовить буду кулеш. Кулеш по рецепту моего деда. Ого, крепкий еще. Ингредиенты очень простые. Кусок сала, пшено, яйца, лук, чеснок. Но вкус детства не перепутать ни с чем. Так же, как и приготовление. Все очень просто. Нарезаем сало кубиками. Если шкура жесткая, то ее лучше срезать. Если нет, можно вместе с ней. Вытапливаем, добавляем лук, морковь. О, забыл про морковь, надо достать сейчас морковку. Обжариваем. Добавляем, ну, также чеснок. Потом добавляем воду уже в обжаренные овощи на сале. И добавляем пшено. Пшено, конечно, можно сначала обдать кипятком, чтобы оно не горчило. Но я этого не делаю. Меня устраивает и такой вкус. Когда пшено будет готово, вбиваем яйца и размешиваем. Сколько я не пробовал других рецептов, угощали, говорили, ты такого никогда не ел. И с тушенкой, и с кучей мяса. Ничего не заменит мой рецепт. Ничего так невкусно, как готовил дед. Дождик начинается. Пока шумит, еще не долетел. Слышно только, как бьется по верхушкам деревьев. И вот сейчас будет падать и на меня. Не успел приготовить, к сожалению. Камеру спрячу под навес, ну а сам-то не сахарный, не растаю, буду продолжать готовить. Карлос только слышит, когда крышка открывается, он сразу летит на всех парах. Ну что, дождик пока немного попугал. Надеюсь, так и будет сегодня. Ночью пусть поливает, чтобы грибы росли. А днем надо копать. Овощи обжарились, сало вытопилось. Добавляю чесночок. Буквально минутку обжариваю чеснок. Добавляю дровишек побольше и заливаю водой.
Для многих кулеш это аналог полевой каши. Для меня это не так. Кулеш это суп. Может быть густой суп. Кто-то назовет жидкой кашей. Но для меня именно суп, в котором плавают вареные разбитые яйца. Вот так вот я его запомнил в детстве. Причем мне было, не знаю, лет там 6, наверное, 7, может быть, такое, в таком возрасте. Может даже меньше, я не помню. Вот такой вот суп мне нравился, когда, знаете, бабушка или мама не могут заставить ребенка поесть какую-то там суп, кашу. Раньше любили детей кормить кашами, супами. Ну а как всем не нравится. А вот дед находил ключик. И вот так вот по сей день я регулярно готовлю кулеш, чего и вам рекомендую. Пшено уже практически сварилось. Можно добавлять яйца, разбить, размешать. И соль, перец по вкусу. И укропчик. И замечательное блюдо готово. Ну все, супчик готов. Можно есть, только есть одна проблемка. У меня до сих пор нет здесь черпачка, чтобы набирать суп. Все время как-то обходился то кружкой, то ложкой. Кашу было бы в этом случае проще. Придется как-то наливать. Снова дождик пошел. После плотного обеда сразу копать не годится. Я решил пока устроить дезинфекцию в землянке. Это гриб-трутовик, я его порубил на кусочки. И сюда же добавляю вот эти вот спиральки от комаров. Все, наверное, знают, что это такое. Все это сейчас подожгу, установлю в землянку и закрою двери. Будет вот такая душегубка для комаров, пауков и всякой другой нечисти, которая меня кусает и спать не дает. Забросил туда углей из печки и сразу начало дымиться. Сейчас поставлю еще на всякий случай в сковородку и потом поставлю на печку, там где железный лист, чтобы не было пожара.
Так, Карлос, куда ты залез? Пойдем, пойдем на выход. Здесь нельзя находиться. Нас выселяют. Пойдем в новое жилище. Пошли. Как тебе наше новое жилище? Да, выселили нас. Эти писклявые. Отстань от меня. Давай-ка будешь ты их более тщательно ловить, чтобы они не наглели так. А то мы тут долго будем с тобой жить. Пойдем, пойдем. Дождик таки пошел, практически по расписанию, как и передавали. Это очень нечастые случаи, когда метеоцентр угадывает. Причем так точно. В палатку, если сейчас залезу, то, наверное, сразу и усну. Побуду здесь, может быть, прекратится потихоньку. Он все меньше и меньше. А в землянке дезинфекция. Пока не захожу, чтобы не выпускать дымок. Недавно только распалил. Опа. Пойду проверю, как тут в душегубке. Оп. Ух ты. Что-то сыпется. Фу. Дышать нечем. Хотя дыма немного, но дышать нечем. Карлос, не заходи сюда. Тикай, 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 тикай. Все, пошли, выходим, выходим, выходим. Только что плотненько поужинал. Доел весь кулеш, который остался. Работать теперь никак нельзя. Решил немного посидеть, посмотреть на уток, на птичек. И попробую дебютировать новую рубрику о обсуждении каких-то тем, комментариев в конце видео. Ну вот хочу сегодня поговорить о ловушке для рыбы, вот этих ятерях, вентерях. Писали, очень много было о них комментариев, в которых подсказывали, как ее правильно закрепить, чем кормить и так далее, за что спасибо всем большое. Но многие писали, что это вовсе не браконьерская снасть. Вот об этом и хотелось бы поговорить. В принципе, я где-то видел в интернете, что ятерь, вентерь, морда и еще множество этих названий являются запрещенными снастями. Но вот, как по мне в принципе не нравятся браконьерские снасти, потому что, люблю я ловить на удочку, вот и все. А с одной стороны, сетки, они все-таки травмируют рыбу. Если вы хотите там какую-то отпустить, то она, скорее всего, не выживет. А вот эта вот корзинка меня в этом плане вполне устраивает. Рыба в ней не погибнет, долго проплавает, проживет. И при большом желании может найти выход. Как зашла, так и выйти. Вот такие вот дела. А вы как считаете, браконьерская это все-таки снасть или нет? Максимум, на что я соглашусь еще из сеточных, и то так ради эксперимента, это небольшой экранчик попробовать поставить. Никогда я не ловил на такие снасти. В принципе, не то чтобы интерес у меня к ним есть. Действительно помогает в том плане, что время не тратишь. Зашел, поставил, потом достал рыбку, сварил уху. И в этом плане, никакой там какой-нибудь краснокнижной рыбы я здесь навряд ли поймаю. Даже если там сом, но он не подойдет, сомик небольшой сюда, к берегу. Шансов мало. Короче, возможно, когда-нибудь и попробую половить на экран. Вот. Собственно, вот и все, о чем я хотел поговорить. Как вы считаете, браконьерское это орудие или нет? Ну а сейчас с Карлосом полезем в свое новое жилище и будем, наверное, отдыхать. Еще светло будет часа полтора-два, но спать уже хочется. Предыдущие ночи были не очень спокойные из-за этих зверушек, грызунов, которые нас выселили из собственной землянки. В общем, на этом буду прощаться. Всем мира, добра и здоровья. Пока-пока. До встречи завтра утром.